Ребята, всем привет! Сегодня в очередной раз мы погружаемся в глубины Арктического океана, планеты под названием Below Zero Subnautica. Играем во вторую часть, проходим. И, значит, сегодня на повестке дня у нас две вещи. Это я расскажу, как и где найти, как пользоваться и где найти телепорты. И второе, это питомец, который поддается обучению, выполняет какие-то команды. Вот на экране видно, что яйцо находится на данный момент в аквариуме. Зовут его Тристворник. Вот, голубого окраса такого. И еще, пока будем плыть, выполняя нашу миссию-то, вот, расскажу интересную историю. Небольшой рум-тур по нашим владениям. Все у нас здесь есть. Это наша основная база. Много ящиков. Ящики подписаны, плакаты. Растут деревья. Вот, аквариум огромнейший, грядочки. Даже вот унитаз есть. Вот, унитаз есть. И есть у нас здесь, значит, плитка. Не знаю, правда, для чего она тут. Но она есть. Холодильничек. Шаром покати в холодильнике. Вот. Есть даже душ. Вот таким вот образом работает. У нас есть музыкальный аппарат. Собственно, интересная тоже история. Записи, треки сразу не даются много. Треки потом находятся в процессе приключений. И в различных местах можно найти новый трек. И он автоматом подгружается вот в этот замечательный звуковой аппарат. Вот, как-то так. Здесь чипсы, снеки. Ну, тут стандартно зарядник. Что нас ждет наверху? Это изображение из пещеры, где замерзший Левиафан, которого нам нужно было по миссии Сэм вылечить. Вот, миссия эта пройдена. И также прекрасный вид из окна, кровать. И вот такая вот интересная штучка у нас здесь есть. Игрушечка. Также фотки различные, которые найдены были по мере прохождения игры. Ну и, собственно, погнали выполнять ту самую миссию. Миссия заключается, значит, в чем? Я в процессе игры пытался записать ролик про телепорты, там не получилось, не очень качество. Сейчас с качеством все подналадил. И, собственно, поплыл и не заметил, оказывается, Тристворник-то умеет выполнять команды. Да, я сам удивился. И помимо того, что он выполняет команды, ему можно приказать следовать за нами. Я не заметил, как это получилось. Он всю дорогу следовал за нами. Мы его привели там в итоге к телепорту, который находится на острове Ледяного Червя. Вот. И как бы он там и остался. Пытался я его провести через телепорт, что-то не получилось. Ну, в общем-то, у нас, скажем так, на сегодня спасательная миссия. Я думаю, к тому моменту вот этот друг, который в аквариуме уже тоже вылупится, и у нас будет два умных питомца. Это вот такие же питомцы, как была у нас Ласка в первой части Сабнавтики. Но у них там свои, конечно, прикольчики. Интересные существа довольно-таки. Да, плывем мы сейчас и видим вот такую загадочную, похоже на цепь. На самом деле это соединительные силовые кабели предтечей и инопланетян. И, в общем-то, и ориентируемся на них. Глазомедузы повсюду. Существа, в принципе, безвредные, но под щупальца лучше не заплывать, а то урон нанесут гарантированно. И крабу, и персонажу, девчонки нашей.
Вот. И что хотел показать. Вот эта цепь ведет, кажется, что... Ну, изначально-то кажется, что в никуда. На самом деле нет. Ведет она совершенно конкретное место. И вот вы вроде как приплыли сюда, и все на этом. Показывают дальше. Берем мы, значит, в руки глайдер. Карту отключаем. И вот здесь вот такой вход. Изначально он полностью был обледеневший. И открыть его удалось только с обратной стороны лазерным резаком. Не знаю, почему так сделали разработчики. Возможно, потому что игра еще не доделана. Релиза не было, и у них какие-то по этому поводу задумки. Но все же мне удалось ее открыть. Разрезал лазерным резаком с другой стороны. И, в общем-то, таким вот образом мы теперь можем попасть на остров ледяного этого червя, который очень опасен, очень злой, чем-то вечно недоволен, постоянно нападает на нас, ну и вообще жизни не дает. Смотрим, куда ведет в итоге этот тоннельчик. Собственно, там мы и забыли нашего питомца, нашего тристворника. Ледяной склеп. С виду непримечательный, а может и примечательный. Здесь я, естественно, все уже давным-давно залутал. И самое интересное здесь это вот лифт. Вот этот лифт, инопланетный лифт, который был и в первой части, он был на острове с пушкой, где было установлено, там их было даже, по-моему, 2. Вот. Здесь, в этой игре, только в одном месте я его нашел. И ведет он к телепорту. Телепортов тоже всего я 2 нашел. Помимо модуля телепортации, который у нас можно пристыковать к мореходу. Это отдельная история. Мы его тоже сегодня попробуем. И вот здесь, что мы видим? Да, это же телепорт. И в нем вот застрял наш тристворник. Он нас ждет, он потерялся, он боится, у него паника. Успокойся, малыш. Мы пришли за тобой, мы тебя спасем. И вот как-то он ни туда, ни сюда здесь получается, в этом телепорте. Подзавис. В беде мы его, естественно, не оставим. Мы заберем его с собой. Для этого нам нужно вот здесь поиграть. Это левая кнопка мышки. Угарный. Кстати, для меня было новостью, что он умеет преспокойно передвигаться по суше. Вот. Но также у него есть еще, если мы используем правую кнопку мыши, то это приказ следовать за нами. Оп, и мы его вот вроде как позвали. Постараемся его все-таки притянуть. Телепорт, посмотрим, получится ли, заодно посмотрим, как это работает. Ответная часть этого телепорта находится на базе ФИ, Центра робототехники. Ну, это мы сейчас и увидим. Оп, и мы на другой стороне. И, между прочим, тристворник-то прошел сквозь телепорт вслед за нами. Ему просто я в прошлый раз не отдал приказ следовать за нами. Вот, молодец. Еще у него интересно есть взаимодействие, когда он прикрывает глаза. Сейчас мы попытаемся тоже это увидеть. Оп. И он повторяет. Да. Ну, движемся дальше. Нам есть смысл привести его обратно на базу. К тому времени, я надеюсь, для него друг или там как подруга, кто они, вылупятся уже из аквариума, и их, соответственно, станет 2. А с телепортами, я думаю, все понятно. Движем на выход. И вот он постоянно теперь будет следовать, получается, за нами. Ну, тут идти особо, получается, недалеко. Плохо, конечно, что ночь у нас сейчас. Ничего особо не видно.
И еще, да, надо было все-таки взять с собой снежного лиса. Но я не думал, что мы будем возвращаться вот так. Я думал, что мы используем вот такую вот штуковину, но я очень сильно сомневаюсь, что наш питомец сможет вместе с нами телепортнуться в наш модуль мореходный. Либо же попробовать, но тогда придется опять за ним возвращаться. Мы обязательно это попробуем, телепортируется ли он вот этой вот штуковиной, ручным этим телепортом. Но когда будем ближе к базе, я все-таки хочу, вон он катится за нами. Я его все-таки хочу привести домой, а то получилось, что мы его там бросили на произвол судьбы в этом телепорте, застрял, бедолага. Нехорошо. А тем временем на планете, как я вижу, уже скоро рассвет, все покраснело. Нам бы неплохо подкрепиться. Кстати, вот рекомендую очень делать вот такие салаты. Добавляет плюс 100 к температуре и утоляет жажду и потребность в пище. Очень здорово. И попьем. Погнали дальше. Глазастый. Так его и назовем. Будет он теперь глазастым у нас. И теперь нам нужно, соответственно, это вот, да, это вторая база, чтобы проще было недалеко от основной базы плавать. Здесь пришлось построить, ничего такого особенного. А вот это багнутые рыбы. Это арктические пескуны, которые здесь что-то в решетке подзастряли. Я надеюсь, с нашим питомцем этого не произойдет. Где он, кстати, есть? Кто видел питомца? Где ты? Где ты, глазастый? Я вот не вижу. Или он опять боится сюда? Дело в том, что его и взять в руки невозможно. Где-то шуршит, я слышу. А, вот. Погнали. Погнали. Оп. Вот он, наш мореходец. Да и плюс я вот это... Так, медуза, поаккуратней. Ты с нами? Да, он с нами, он слушается. В отличие от некоторых. Вот. И погнали, наверное, мы на базу. Сквозь пастбище этих медуз. Где-то он. Где-то он с нами. Кто видел глазастого? Ну, по идее, должен он все-таки с нами. Ему-то тоже, собственно, хочется попасть домой. Я так думаю. Может, мы его просто не видим. А, вон он плывет. Все нормально. Спокойно. Все отлично. Рыбы тут, да, на пути попадаются. Рыба какая-то. Вот эта рыба может запас воздуха, кстати, пополнить. Дырявая какая-то рыба. Вылупляется, к сожалению, второй долго. И к нашему возвращению вряд ли он вылупится. Скоро на горизонте покажется наша основная база. Буквально остается тут считанные метры до нее. И там, между прочим, тот самый модуль мореходный с так называемой телепортацией. Ну что же, мы вернулись. Я сейчас пристыкую этот модуль. И все-таки хотелось бы показать, как работает этот ручной телепорт. Вот. Второй питомец у нас не вылупился. Было бы оповещение по этому поводу, если бы он вылупился. Оп, состыковались, да?
Вот теперь и смотрим. Значит, ну, разместим где-то здесь. Я не вижу его. Куда делся опять питомец наш? Так и хочет где-то потеряться. Ну что за дела? Вот где он мог потеряться? А? Кто видел его? Вот он. Привет. Ты дома. Ну что, можно сказать, миссия выполнена по спасению. Ставим лайкосы. Не забываем подписываться на канал, кому понравилось. Видео будут еще на разные интересные темы по сабнавтике Белозиру. Вот тут он за печеньку, как и Ласка там в свое время в первой части, делает интересные трюки. Ай, как рад. Все, малыш дома, малыш на базе. Вот. И осталось у нас еще одно на сегодня. Это использовать вот такую вот штуку. Работает эта штука на ионных кубах. Одного ионного куба хватает на 3 перемещения. И если где-то заблудились или что-то пошло не так, не хватает воздуха, вот можно прекрасно ей воспользоваться и вмиг оказаться вот так вот. Оказаться в мореходе. Тадамс. И мы у штурвала. В общем-то, ребята, на этом все. Но приключения на этом не заканчиваются. Приключения еще будут. Их будет много по этой игре, по другим играм. Всем спасибо, кто смотрел. До новых встреч в эфире.